Глава 1721. Получение таблетки. Почти в тот же момент Хань Ли уже был телепортирован в странное пространство. Все вокруг него было ничем иным, как огромным пространством мрачной серости, за исключением массивных черных ворот, расположенных поблизости. Бесчисленные золотые и серебряные руны парили над вратами, и их яркость постоянно менялась, создавая довольно загадочное зрелище. Эти ворота были идентичны тем, что были на завесе ранее, и казалось, будто он был унесен в изображение на экране. Это действительно место, похожее на рай Сюми. Хань Ли огляделся вокруг, прежде чем обратить свой взор на гигантские ворота, и на его лице появилось своеобразное выражение. Внезапно он перевернул руку, и во вспышке духовного света над его ладонью появилась стопка пластин формации разного цвета. Затем он скрепил рукой другую руку, и все пластины формации взлетели по его воле, разлетаясь во все стороны. Пластины формации превратились в шары света, которые падали вниз, и, соприкоснувшись с землей, они бесследно исчезли. Спустя несколько мгновений из мест, где в безумии исчезли плиты формации, начали вырываться вспышки белого тумана. Туман был густым и долго держался в воздухе, образуя чрезвычайно вязкую стену тумана, которая окружала Хань Ли и массивные ворота перед ним. Только после этого выражение лица Хань Ли немного смягчилось, и он провел рукавом по воздуху, выпустив шар лазурного света, в котором находился предмет. Предмет кружил в воздухе, прежде чем зависнуть перед ним, и это был никто иной, как его небесный котел. Он осторожно ткнул пальцем в котел, и крышка слетела сама по себе. В котле вспыхнул лазурный свет, и из него появилась тусклая белая фигура. Это была маленькая девочка в белом платье. На вид ей было около 6 или 7 лет, и ее волосы были заплетены в маленькие косички, а ее круглое личико было чрезвычайно очаровательно. Это был никто иная, как Куэр. Куэр выражает свое почтение своему господину. Она с дерзкой улыбкой поприветствовала Хань Ли. «Молодец. Даже я не смог почувствовать твою ауру из котла. Эти двое никак не могли обнаружить твое присутствие», — похвалил Хань Ли с довольным выражением лица. «Это все благодаря сокровищу и талисману, который вы мне дали, мастер. В противном случае мои способности не смогли бы одурачить этих двух первоклассных существ в стадии пространственного закаливания», — хихикнула Куэр в ответ. Как только ее голос затих, вспыхнул черный свет, и большая черная вуаль слетела с ее тела. В то же время она сделала хватательное движение одной рукой, и раскрылся талисман невидимости высшего зенита. Куэр держала эти два предмета обеими маленькими ручонками, как будто возвращала их Хань Ли. «Нет необходимости возвращать их мне. В любом случае, ты искусна в техниках маскировки и передвижения, так что эти два сокровища лучше подходят для твоей службы. Даже если бы я использовала эти два сокровища, я, возможно, не смогу полностью скрыться от тех двоих, которые находятся совсем рядом. Кроме того, у меня есть другие сокровища, которые служат схожей цели, так что ты можешь оставить их себе», — сказал Хань Ли, беспечно махнув рукой. «В таком случае я был бы более чем счастлива помочь». Улыбка Куэр стала еще шире, и она похлопала по черной вуале и талисмане на своей теле, и они внезапно исчезли. Хань Ли улыбнулся, увидев это, прежде чем принять более серьезное выражение. «Когда я сохранил сокровище в золотом котле, я намеренно сделал духовный свет ярче, чтобы он действовал как дымовая завеса, чтобы я мог незаметно отправить тебя в небесный котел. Однако прошло немного времени, прежде чем котел снова открылся. Тебе хватило времени, чтобы все сделать. Хи-хи, я супербыстрая. Смотрите, мастер». На лице Куэр появилась самодовольная улыбка, и она перевернула одну из своих маленьких рук, обнажив мерцающую золотую пилюлю. «Отличная работа». Хань Ли уже догадывался, что Куэр, скорее всего, выполнила свою миссию, но он все еще был в приподнятом настроении при виде этой таблетки. Он махнул рукой, и золотая пилюля выскользнула из рук Куэр, приземлившись в его руке. Он внимательно осмотрел его несколько раз, прежде чем, наконец, смог определить, действительно ли он идентично двум другим таблеткам духовной бездны. Он не знал, какое именно действие имела эта таблетка, но тот факт, что и Цай Люин, и Дуань Тиньжэнь так хотели заполучить эти таблетки, было достаточным свидетельством того, насколько они драгоценны. «Вы сказали мне не прикасаться к этим другим сокровищам и обращать внимание только на пузырьки с лекарствами, поэтому мне хватило времени только для того, чтобы вынуть одну таблетку из этого пузырька. Вы также сказали мне, что я могла бы забрать таблетки, если бы их было больше, и я выполнила ваши инструкции. В противном случае я бы забрала и две другие таблетки». Куэр надула маленькие красные губки в довольно задумчивой манере. Услышав это, Хань Ли не мог сдержать смех. «Ты слишком жадная. Нам уже очень повезло, что мы смогли украсть эту таблетку духовной бездны прямо под носом этих двоих. Если бы мы попробовали что-нибудь еще, мы бы вызвали у них подозрения. Хорошо, что там во флаконе оставалось еще две таблетки, кроме этой. В противном случае ситуация стала бы очень неприятной.
Возможно, у нас не было бы выбора, кроме как отказаться от этой таблетки, и я бы не хотел завести себе врагов в стадии интеграции тела здесь, в этой чужой стране, объяснил Хань Ли с улыбкой, затем провел рукой по своему браслету для хранения, чтобы вызвать маленький фиолетовый флакон. Он поместил таблетку во флакон, а затем наклеил на нее несколько ограничивающих талисманов, прежде чем осторожно убрать ее. У вас должны быть свои причины, мастер, но я все еще думаю, что очень жаль, что нам пришлось оставить эти 2 таблетки для них. Куэр все еще выглядела довольно несчастной. Хань Ли покачал головой с веселой улыбкой, но внезапно ему в голову пришла мысль, и он провел рукавом по воздуху, призвав серию летающих кинжалов, каждый из которых был всего около дюйма в длину. Все кинжалы были тонкими, как бумага, и переливались холодным светом, всего их было до 400 штук. Мастер, Эр была несколько сбита с толку. Эти летающие кинжалы были усовершенствованы из крыльев той чудовищного мотылька, с которой мы столкнулись в прошлый раз. Всего их 360, и, кажется, что тебе не хватает сокровища, которое ты бы могла использовать для защиты, поэтому я отдам эти кинжалы тебе. Они не могут сравниться с сокровищами высшего ранга, такими как божественные духовные сокровища, но если ты сможешь усовершенствовать их все, то их будет более чем достаточно, чтобы защитить тебя от обычных противников. Это твоя награда за твои блестящие усилия. Говоря это, Хань Ли сделал хватательное движение, и все летающие в воздухе кинжалы немедленно полетели к нему. Они собрались в 2 толстые стопки в мгновение ока и приземлились в его руке, и Хань Ли улыбнулся, предлагая их Куэр. «Спасибо за вашу доброту, мастер». Эр была в восторге, и ее тело качнулось, исчезнув на месте. В следующее мгновение она появилась прямо перед Хань Ли и в восторге приняла летающие кинжалы. «Хорошо, в качестве меры предосторожности тебе следует вернуться в свое истинное тело и усовершенствовать эти летающие кинжалы. Не появляйся, пока я не призову тебя, чтобы тебя никто не узнал», — серьезным тоном проинструктировал Хань Ли. «Да, мастер, я обязательно буду культивировать в этом мире». Куэр, естественно, приняла эту договоренность и сделала печать заклинания рукой, после чего она и все летающие кинжалы исчезли в рукаве Хань Ли во вспышке белого света. Хань Ли выдохнул, увидев это, и только тогда он бросил взгляд на гигантские врата вдалеке с задумчивым выражением лица. Тем временем Ши Кун и Лю Шуэр все еще находились в главном дворце, нерешительно глядя на завесу перед ними. Лазурный свет на поверхности завесы уже полностью погас, открывая тем самым изображение на нем. Однако затем над изображением появился слой облаков и тумана, из-за чего невозможно было увидеть массивные ворота. Около дюжины желтых флагов формации появилось вокруг завесы, и все они мигали слабым желтым светом. Экран находился прямо в центре круга флагов, и образовалась довольно глубокая формация. В воздухе над формацией все еще сохранялись слабые пространственные колебания, и 2 или 3 мерцающих сокровища медленно вращались вокруг Шикуня и Лю Шуэр. «Что ты предлагаешь нам сделать, фея Лю?» Мы уже использовали несколько могущественных сокровищ, но все еще не смогли преодолеть это ограничение на завесе, так что это явно не то, через что мы можем прорваться за короткое время. Кстати, как брату Ханю удалось войти в завесу? Казалось, он сделал это довольно легко, вздохнул Шикун. Лю Шуэр, немного помолчав, спросила: «Разве ты не заметил, брат Ши?» «Что не заметил?» Шикун был несколько озадачен. «Тебе не кажется, что третий глаз, появившийся на глобелле брата Ханя, действительно похож на некий легендарный объект?» Продолжила Лю Шуэр. «Хочешь сказать, это глаз разрушения?» Несмотря на свою суровую внешность, Шикун был далеко не глупым, и он сразу понял, что имела в виду Лю Шуэр. Помимо этого легендарного демонического глаза, я не слышала ни о какой другой подобной способности, которая могла бы легко прорываться через пространственные ограничения и предоставить доступ к этой завесе, сказала Лю Шуэр спокойным голосом. Если это действительно глаз разрушения, то мы не сможем воспроизвести действия брата Ханя. Если мы полностью не уничтожим этот вход, у нас не будет никаких шансов выйти за завесу, пробормотал Шикун, нахмурив брови. Если мы объединим силы и мы оба готовы потратить немного энергии, действительно есть шанс, что мы сможем этого добиться. Однако, если мы потерпим неудачу, мы, по сути, уничтожим выход для брата Ханя. Я уверена, он не очень обрадуется этому, и когда он прорвется сквозь пространство, чтобы вернуться в это место, нам придется столкнуться с полной силой его гнева. В конце концов, с его глазом разрушения закона он ни за что не сможет на самом деле оказаться там в ловушке, усмехнулась Лю Шуэр. Выражение лица Шикуна немного изменилось, когда он услышал это, и он снова посмотрел на экран, сухо усмехнувшись в ответ. «Ты, конечно, шутишь, фея Лю, я бы не стал делать что-то настолько безрассудное и рисковать причинить вред другим ради собственной выгоды. Поскольку мы не сможем преодолеть это пространственное ограничение за короткое время, почему бы нам не покинуть это место и не поискать награды в других боковых дворцах?» «Я думаю точно так же, брат Ши», — ответила Лю Шуэр с одобрительной улыбкой. Ши Кун усмехнулся, увидев это,
и снова безрадостно взглянул на завесу, а затем просто взмахнул рукавом. Порыв желтого ветра немедленно вырвался из его рукава, подметая все оружие, висящее на стене, а также доспехи, лежащие на земле, втягивая их в рукав. Глава 1722. Воин в доспехах. Увидев это, на лице Лю Шуэр появилась легкая улыбка, и она также взмахнула рукой, выпустив зеленый браслет. Браслет издал звенящий звук и сразу же полетел к другой стороне дворца, как шар зеленого света. Вспыхнул зеленый свет, а также охватил оружие и доспехи с той стороны дворца, тем самым оставив все место совершенно пустым, если не считать этого экрана. Затем двое из них быстро обыскали дворец своим духовным чутьем, и, не сумев ничего обнаружить, они немедленно покинули дворец. Для них, возможно, было благословением то, что Хань Ли вошел в это альтернативное пространство. В конце концов, там на самом деле может не быть никаких сокровищ, и он может быть временно заперт внутри какого-то ограничения. Без Хань Ли, который мог бы соревноваться с ними, они определенно получили бы щедрые награды от боковых дворцов и этой огромной группы павильонов, и с учетом этого Ши Кун чувствовал себя намного лучше в этой ситуации. Таким образом, после краткого разговора с Лю Шуэр за пределами дворца, они двое разошлись, и каждый направился в другой боковой дворец. В безымянном пространстве внутри завесы. Хань Ли уже пробрался к гигантским воротам и поднял обе руки, выпустив вспышку пятицветного ледяного пламени и вспышку серого света, мгновенно устремившиеся вперед. Золотые и серебряные руны на воротах уже превратились в огромное пространство яркого света, которое твердо противостояло атакам Хань Ли, и слои света быстро таяли ледяным пламенем и серым светом, но, казалось, руны непрерывно восполняли обороноспособность. Таким образом, даже после использования этих двух способностей на воротах в течение длительного времени, они ничего не сделали, чтобы устранить ограничения. Хань Ли нахмурился при виде этого, и духовный свет исчез из его рук, когда он прекратил делать то, что делал. Затем он потер руки вместе и толкнул их вперед, выпустив две золотые дуги молнии, толщиной, как большая чаша для риса, которые исчезли в мгновение ока. С оглушительным грохотом золотые дуги молнии полностью взорвались, выпустив шар ослепительного света, который затопил большую часть массивных ворот. Однако спустя несколько мгновений золотая молния погасла, и ворота оказались полностью невредимыми. Даже такая мощная атака на него нисколько не повлияла. Выражение лица Хань Ли потемнело, увидев это. Перед тем, как войти в это место, его глаз разрушения внезапно стал чрезвычайно активным, а когда он подошел к задней части завесы, он почти потерял над ним контроль. Если бы это было не так, ему было бы очень трудно заметить появление пространственного ограничения на завесе. В то время он плыл по течению и атаковал завесу своим глазом разрушения, и это действительно нарушило ограничение, тем самым позволив ему легко получить доступ к этому месту. Он не знал, что это за место, и не знал, есть ли за этими воротами какие-нибудь сокровища, но один этот мир внутри завесы был чрезвычайно редким сокровищем в мире духов, так что, по-видимому, все так и было. Бессмертный хозяин этого места скрывал здесь какой-то необычный предмет или секрет. Таким образом, даже при том, что он знал, что это ограничение было весьма примечательным и что Лю Шуэр и Ши Кун, скорее всего, собирались воспользоваться его отсутствием, чтобы ограбить остальную часть этого места, он все равно не хотел уходить. Однако тот факт, что его эссенция божественного света, дьявольская божественная молния и пятицветное ледяное пламя оказались неэффективными при этом ограничении, представлял для него довольно неприятную загадку. После краткого размышления он открыл рот, выпустив шар серебряного пламени. Затем огненный шар превратился в огненного ворона во вспышке серебряного света, и Хань Ли сделал печать заклинания, выпустив около дюжины или около того печати заклинаний на огненного ворона в быстрой последовательности. Духовный свет разных цветов вспыхнул от печати заклинаний, и все они растворились в теле огненного ворона. Птица немедленно подняла голову и заклокотала, резко увеличившись до размеров примерно 10 футов. Затем ворон расправил крылья и с неудержимой мощью полетел к воротам. Перед тем, как на самом деле врезаться в ворота, из его тела вырвался серебряный свет, и бесчисленные полупрозрачные пылающие перья вылетели наружу, заставив золотой и серебряный свет на поверхности огромных ворот яростно задрожать. Затем гигантская серебряная птица с грохотом врезалась головой в свет, и из ее тела вырвалось палящее серебряное пламя. Как только золотой и серебряный свет соприкоснулись с серебряным пламенем, оно начало бурлить, как кипящая вода. Свет угас и таял вслед за пламенем, и хотя руны все еще исходили из ворот, они явно изо всех сил пытались не отставать. Увидев это, на лице Хань Ли появился намек на восторг. Он издал тихий крик, и черный свет закружился вокруг его тела, после чего он резко увеличился в несколько раз от своего первоначального размера. В то же время на всем его теле появился слой длинного золотого меха, и он превратился в гигантскую золотую обезьяну. Это была не что иное, как форма гигантской горной обезьяны, которую недавно принял Хань Ли. Он перевернул руку, и экстремальная гора эссенции божественного света появилась над одной из его пушистых ладоней.
Голубой свет промелькнул в глазах гигантской обезьяны, и она взмахнула рукой, посылая гору в воздух с громким грохотом. Вслед за небольшой горой образовались порывы ураганного ветра, и можно было только представить себе разрушительную силу, кульминацией которой стал огромный вес экстремальной горы эссенции божественного света и необычайная сила гигантской обезьяны. Тонкий слой света был мгновенно разорван небольшой горой, а после с сокрушительным ударом врезался в массивную дверь. Шар черного света вырвался из ворот, и окружающее пространство искривилось, и в воздухе взметнулись искривленные белые волны, которые были видны невооруженным глазом. Затем рябь была поглощена черным светом позади них, прежде чем полностью исчезнуть в темноте. Даже с огромной силой Ханли его сердце все еще тряслось при виде этого, и он поспешно бросился назад в встревоженной манере. Черная ци поднялась вокруг его тела, и он немедленно надел свой костюм небесных дьявольских доспехов. Черный свет наконец погас, и Ханли взмахнул рукой, чтобы привлечь к себе экстремальную гору эссенции божественного света. Затем он поспешно сузил глаза и бросил взгляд на ворота впереди, от которых на его лице появилось ошеломленное выражение. В центре гигантских черных ворот была выемка, напоминающая горшок, глубиной около 10 футов. Форма углубления была полностью идентична одному углу горы экстремальной сущности, но, несмотря на это, ворота все еще не были полностью разрушены. Более того, он медленно возвращался к своей первоначальной форме в свете вспышек света золотой и серебряной рун. Ханли не знал, из какого материала были выкованы эти ворота, но они были чрезвычайно прочными. Оказалось, что он мог попробовать только одно. Он тяжело вздохнул, и во вспышке черного света на его лице появилась кривая улыбка, и он вернулся в свою человеческую форму. Сразу после этого он сделал печать заклинания руками, и яркий золотой свет вырвался из его тела. На его коже появилась серия золотых чешуек, и его лицо также было скрыто слоем золотого света. Он положил руку себе на затылок, и внезапно появилась золотая проекция с 3 головами и 6 руками. 6 рук проекции в унисон скрепили ладони, и ослепительный золотой свет вырвался из нее, проявив массивное золотое тело. В следующее мгновение одна из рук золотого тела резко протянулась и сделала хватательное движение, после чего в ее руке внезапно появился сегмент золотого клинка. Это было не что иное, как незавершенное сокровенное небесное сокровище. Ханли начал что-то напевать, и свет закрутился вокруг золотого тела, образуя бесчисленные руны, которые в неистовстве устремились к сегменту клинка. Золотой свет вспыхнул с поверхности сегмента клинка, и он слегка расплылся перед появлением остальной части клинка. Первоначально этот сегмент клинка был немного размытым и нечетким, но с наплывом большего количества золотых рун он быстро стал идентичным остальной части клинка. Клинок слегка задрожал, когда золотое тело взмахнуло им, и оттуда мгновенно вырвалась волна золотого света. Вслед за золотым светом в бешенство пришла и первозданная мирская ци, и бесчисленные пятнышки пятицветного света мгновенно появились из воздуха, а затем быстро устремились к золотому клинку, как мотыльки в пламя, а затем исчезли в самом клинке. Восхитительный звенящий звук раздался из золотого клинка, и пение Ханли внезапно прекратилось, прежде чем он произнес единственное угрожающее слово «Режь». Золотое тело немедленно подняло золотой клинок и взмахнуло его в сторону гигантских ворот по велению Ханли, посылая сверкающую проекцию клинка, разлетевшуюся по воздуху. Изначально проекция клинка была всего около фута в длину, но после полета в воздухе на несколько десятков футов она увеличилась примерно до 10 футов в длину и ударилась в огромные черные ворота в виде золотого полумесяца. Казалось бы, нерушимые врата были беззвучно рассечены проекцией клинка пополам и рухнули внутрь. Ханли был в восторге от этого и немедленно убрал проекцию своего золотого тела, а затем бросился вперед, оставляя за собой след остаточных изображений. В мгновение Эка Ханли прошел через сломанные ворота, и как только он появился на другой стороне, он начал осматривать свое окружение, одновременно высвобождая свое огромное духовное чутье. Сразу после этого на его лице появилось ошеломленное выражение. Мир за воротами состоял из небольшой площади с серыми преградами вокруг нее и мерцающим над ней лазурным светом. Кроме гигантских ворот, через которые он только что прошел, других видимых входов не было, и вся площадь была совершенно пустой, если не считать странной круглой платформы в ее центре, на которой, казалось, что-то было поставлено. Ханли лишился своего духовного чутья, и его зрачки слегка сузились при виде высокой платформы, но он сразу же направился прямо к ней. Спустя несколько мгновений он подошел к платформе и обнаружил, что ее размер составлял чуть более 300 футов. На земле были вырезаны замысловатые и красивые узоры, изображающие Солнце, Луну и звезды разных размеров. Все изображения были чрезвычайно реалистичными и покрывали практически всю платформу. В центре платформы стояло яркое зеленое кресло Тайси, которое выглядело весьма грандиозно. Кроме того, было 9 серебряных предметов, каждый ростом с человека. Они стояли на платформе совершенно неподвижно, и Ханли обнаружил, что это были воины в серебряных доспехах, вооруженные длинными алебардами. За исключением 9 пар черных глаз, ни у одного из воинов в доспехах не было видно частей тела через доспехи.
Похоже, это были статуи или другие типы неодушевленных предметов, а не разумные марионетки. Однако все они оказались в довольно странном положении. Однако алебарды были не в обеих руках. Одна рука была сжата в жесте заклинания, в то время как другая рука была плотно зажата вокруг древка алебарды примерно на полпути, в то время как острый наконечник оружия был направлен прямо в небо. Все 9 марионеток в серебряных доспехах были в одной позе. Глава 1723. Диаграмма звездного неба и печать заклинания. Осматривая диаграмму на Земле и бронированных воинов, Хань Ли невольно взглянул вверх в сторону участка неба, на который указывали серебряные алебарды. Там он обнаружил золотой световой шар, находившийся на неопределенной высоте. Шар света медленно вращался таинственным образом, создавая резкий контраст с лазурным небом вокруг него. Это сразу напомнило Хань Ли о пространственных узлах. Хотя этот шар света не был настоящим пространственным узлом, он определенно чем-то напоминал его. Хань Ли оценил золотой шар света с синим светом в глазах, сразу после чего на его лице появился намек на недоумение. Может быть, он вел в какое-то другое загадочное место. Через некоторое время он отвел взгляд, не обнаружив ничего другого, и начал осматривать 9 воинов в доспехах. Все эти воины в доспехах сияли серебристым светом и были одеты в одинаковые серебряные доспехи. Однако все их доспехи и алебарды были созданы в упрощенном стиле, который был уникален для древних сокровищ, и на них было начертано бесчисленное количество рун. В частности, в некоторых важных областях было несколько нечетких, но глубоких золотых рун, и это явно был текст золотой печати. Глаза Хань Ли слегка сузились, и он внезапно поднял руку, нежно ткнув пальцем в сторону одного из воинов в доспехах. С пальца вырвалась полоска меча Ци и мгновенно достигла плеча воина в доспехах, но как только казалось, что она собиралась беспрепятственно пробить плечо воина в доспехах, последовала удивительная сцена. Серебряная алебарда воина в статуе внезапно двинулась, как молния, поразив Ци лазурного меча и разогнав ее одним ударом. Выражение лица Хань Ли изменилось при виде этого, и он отступил на несколько шагов. В то же время он махнул рукой перед собой, создав серый световой барьер, и осторожно взглянул на воина. Однако в следующее мгновение воин в серебряных доспехах просто убрал свою алебарду и снова принял свою первоначальную позу. Так это действительно марионетки. Хань Ли пробормотал про себя, и выражение его лица немного смягчилось. Он не знал, насколько мощными были эти марионетки, но тот факт, что они все еще могли двигаться без контроля после стольких лет, уже был довольно удивительным. Однако именно потому, что Хань Ли убедился, что эти марионетки не обладают какой-либо духовной природой, он испустил легкий вздох облегчения. Какой бы могущественной ни была марионетка, это был просто неразумный объект, и никто не мог его контролировать, поэтому ему нечего было бояться. Таким образом, Хань Ли больше не обращал на них внимания и опустил голову, чтобы внимательно осмотреть массивную диаграмму звездного неба под ногами. Вначале диаграмма просто показалась ему чем-то очень приземленным и обыденным. Однако, осмотрев его еще некоторое время, он внезапно почувствовал, как диаграмма расплывается, и вслед за ней казалось, что она ожила. Окружающие сцены расплылись, и он обнаружил, что находится в глубоком альтернативном мире под звездным небом. Солнце и Луна, которые изначально были неподвижными и безжизненными, а затем внезапно начали излучать золотой и серебряный свет, и под их освещением все другие звезды также начали светиться холодным белым светом, ритмично вращаясь вокруг Солнца и Луны. В то же время сами Солнце и Луна также колебались в размере и высоте в непрерывной петле, по-видимому, отображая течение времени. Некоторые периоды были медленными и мирными, в то время как другие пролетали мгновенно. Хань Ли спокойно смотрел на эту разворачивающуюся сцену, которая, казалось, содержала истинные законы неба и земли, и его разум был совершенно пуст. Он ни о чем не думал и не хотел ни о чем думать, его просто пассивно увлекали в поездку. 10 лет, 100 лет, 1000 лет. Как будто вечность прошла в мгновение ика. Внезапно все его тело содрогнулось, и из его дантяня вырвалась волна освежающей прохлады, а затем закружилась в его голове по меридианам. Под воздействием этого прилива холодной энергии Хань Ли издал слабый стон и, наконец, пришел в себя, тем самым вернувшись к реальности. Почти в тот же самый момент все звездное небо, казалось, что-то почувствовало, и оно рассеялось на осколки света. Когда Хань Ли полностью пришел в себя, он все еще стоял на высокой платформе, глядя на схему звездного неба на Земле. Вечность, которая, как он чувствовал, только что наступила, на самом деле длилась всего несколько мгновений. Хань Ли сразу же резко вздохнул и поспешно оторвал взгляд от диаграммы. Эта диаграмма звездного неба была пронизана чрезвычайно мощной иллюзорной формацией, которая была далеко за пределами его понимания. Даже с его мощным духовным чутьем он был втянут в это, не имея возможности оказать какое-либо сопротивление, и, если бы не тот факт, что его техника великого развития активировалась сама по себе, чтобы вернуть его в реальность, он бы все еще стоял на месте в полностью зачарованном состоянии.
Иллюзорная формация, которую он только что испытал на себе, была настолько реалистичной, что концепции реальности и иллюзии наполнили его довольно противоречивым и сложным чувством. Несмотря на то, что его умственная сила была намного выше, чем у обычного человека, он все равно не мог не поддаться влиянию этого опыта. Он нахмурил брови, закрыл глаза и продолжил активировать технику великого развития, постепенно смягчая нерегулярные эмоции в своем сердце. Лишь спустя долгое время ему удалось с трудом подавить свои огромные эмоциональные колебания, на которые он снова открыл глаза. В этом случае он, естественно, не осмелился еще раз взглянуть на схему звездного неба. Вместо этого он долго стоял на месте с отсутствующим выражением лица, прежде чем тяжело вздохнул, когда его лицо постепенно вернулось к нормальному. Он чувствовал, что, хотя то, что он только что испытал, было чрезвычайно опасным, это также предоставило ему редкую возможность улучшить свое психическое состояние, следовательно, значительно улучшило его душевную стойкость. Даже его духовное чутье, казалось, стало немного сильнее. Может быть, эта диаграмма звездного неба была на самом деле особым ограничением, разработанным для улучшения силы воли, а не просто иллюзорной формацией. Поскольку эта диаграмма была настолько глубокой, имело смысл только то, что предмет, расположенный в центре платформы, также был бы весьма необычным. Подумав об этом, Хань Ли немедленно повернулся и начал оценивать зеленый стул тайши, стоящий в центре каменной платформы. Материал, из которого изготовлен стул, не был ни деревянным, ни металлическим по своей природе, но он был полностью зеленого цвета, и на его поверхности исходил слой полупрозрачного света. Хань Ли внезапно начал пристально смотреть на стул, и на его лице появилось ошеломленное выражение. Серия мерцающих серебряных рун внезапно появилась на ранее пустом стуле, и всего чуть более 100 рун, но все они были скошенными серебряными текстами. Благодаря фотографической памяти Хань Ли, он, естественно, мог запомнить их в мгновение ика, но понятия не имел, как они появились. Спустя несколько мгновений все эти серебряные руны разбились и растворились в кресле внизу, как точки духовного света. Хань Ли продолжал смотреть на стул, но его мысли уже блуждали до строки текста, которую он только что выучил наизусть. Спустя некоторое время его выражение лица немного изменилось, и он обнаружил, что текстовая строка была ничем иным, как чрезвычайно простым заклинанием активации. Не было ни начала, ни конца, и даже аннотации не было. Как странно. Хань Ли нерешительно посмотрел на 9 марионеток в броне, а затем на золотой шар света в небе. Затем он снова обратил внимание на диаграмму звездного неба и зеленый стул тайши, внимательно читая заклинание в уме. Он погладил подбородок и с серьезным выражением на лице погрузился в глубокие раздумья. Внезапно он сделал печать заклинания, и яркий золотой свет вырвался из его тела. Золотая чешуя также появилась на поверхности его кожи, и он снова активировал свое первозданное истинное дьявольское искусство. Сразу после этого он издал низкий крик, и золотая фигура появилась из-за его спины, а затем во вспышке превратилась в проекцию золотого тела. Затем Хань Ли положил руку на макушку своей головы, и оттуда вылетела полоска черного света, которая в следующее мгновение растворилась в золотом теле. Это был никто иной, как его вторая зарождающаяся душа, малыш Блэк. Как только зарождающаяся душа вошла в золотое тело, одно из ясных лиц на 3 головах внезапно обрело пару умных угольно-черных глаз, которые были идентичны глазам нормального человека. Затем появилась вспышка золотого света, после чего извергоподобное золотое тело упало на землю, приземлившись к Хань Ли. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и его тело расплылось, прежде чем он исчез на месте. В следующее мгновение фигура внезапно появилась в воздухе примерно в 300 футах от высокой платформы. Это был никто иной, как Хань Ли, и он неподвижно парил, заложив руки за спину. Он уже обнаружил, что как только он вошел в пространство внутри завесы, ограничения на полеты исчезли. Вот почему он смог подняться в воздух, чтобы оценить все, что происходило на платформе. Он дал указание своей второй зарождающейся душе, и золотое тело внезапно сделало печати заклинания всеми 6 руками одновременно. Затем было произнесено глубокое заклинание головой с парой умных черных глаз. Заклинание произносилось очень медленно, но каждый слог произносился очень четко, и это было не что иное, как заклинание с скошенным серебряным текстом, появившееся на стуле тайши. Простое заклинание активации, естественно, не могло поставить в тупик культиватора на стадии пространственного закаливания, подобную ему. Однако здесь, в этом странном пространстве, он не осмелился использовать свое истинное тело, чтобы активировать это безымянное заклинание. Ему не оставалось ничего другого, кроме как использовать свою вторую зарождающуюся душу и свое золотое тело, и эта комбинация была гораздо лучше способна защитить себя перед лицом опасности, чем он. Кроме того, использование его второй зарождающейся души для произнесения этого заклинания определенно произвело эффект, идентичный произнесению этого заклинания самим, так что это, естественно, была идеальная замена. Заклинание продолжалось, и в мгновение Ика вторая зарождающаяся душа уже выполнила все заклинания. Однако на каменной платформе никаких изменений не произошло.
Золотое тело безмолвно и неподвижно стояло на платформе. Веки Хань Ли слегка дернулись, увидев это, и в его глазах промелькнул намек на замешательство. Однако после краткого размышления он немедленно проинструктировал вторую зарождающуюся душу произнести заклинание второй раз. Таким образом, примерно через 10 минут вторая зарождающаяся душа произнесла заклинание через золотое тело 3 раза подряд. Однако после того, как заклинание было завершено в 3-й раз, 9 марионеток в серебряных доспехах и золотой световой шар наверху оставались совершенно неподвижными, как если бы заклинание не оказало никакого эффекта. Глава 1724. Столб света. Глаза Хань Ли вспыхнули, и на его лице появилось серьезное выражение, глядя на зеленый стул на платформе. Может быть, человек, произносящий заклинание, должен сидеть на стуле, чтобы оно сработало. Интересно, стоит ли рисковать? В глазах Хань Ли появилось нерешительное выражение. Это место было спрятано в таком загадочном месте, поэтому определенно таило в себе довольно важный секрет. Это было то, что даже бессмертные явно очень высоко ценили. Как он мог быть готов уйти, не исследуя все в меру своих способностей? Однако иллюзорная формация на диаграмме звездного неба была настолько устрашающей, что это, естественно, заставило его очень осторожно усадить свое золотое тело на стул в центре диаграммы. Итак, риск и награда всегда идут рука об руку. В общем, чем больше риск, тем больше награда. Я уже успешно проявил золотое тело, поэтому мне просто нужно использовать свою вторую зарождающуюся душу и рискнуть. Если я упущу эту возможность, я не найду никаких других бессмертных руин в мире духов. После долгого размышления над этой загадкой на лице Хань Ли наконец появилось решительное выражение. Он всегда был склонен к ошибкам, проявляя осторожность, но перед лицом огромного искушения, создаваемого этим сокровищем, оставленным бессмертным, даже он был убежден пойти на риск. Почти в тот же самый момент в черных глазах золотого тела вспыхнул странный свет, и оно немедленно двинулось к стулу. Спустя несколько мгновений огромное золотое тело остановилось перед зеленым стулом, и оно, казалось, сомневалось, стоит ли ему садиться из-за своих размеров. Таким образом, он немедленно сделал печать заклинания, и он быстро сжался во вспышке золотого света, уменьшившись до 10 футов в высоту по сравнению с его первоначальным ростом в 20 футов. Только после этого он сел на стул и положил руки на подлокотники, продолжая повторять заклинание. В этом случае изменения начали происходить вокруг золотого тела, как только оно начало произносить заклинание. Стул внезапно вспыхнул зеленым светом, и на его поверхности появилась серия серебряных рун, начав вращаться вокруг золотого тела. По мере того, как заклинание становилось все громче и ярче, в воздухе над платформой начали появляться пятнышки духовного света 5 цветов. Начало собираться все больше и больше пятнышек духовного света, и казалось, будто в воздухе порхают бесчисленные пятицветные снежинки, создавая весьма захватывающее зрелище. Сердце Хань Ли дрожало, когда он смотрел на сцены, разворачивающиеся на платформе пристальным немигающим взглядом. Почти сразу после того, как начали появляться пятицветные пятнышки, на массивной диаграмме звездного неба на платформе внезапно появились золотой, серебряный и белый свет. Солнце, луна и звезды вспыхнули, взорвавшись духовным светом 3 разных цветов. Духовный свет снова вспыхнул, мгновенно формируя скошенную серебряную руну, руну золотой печати и другую руну в белом тексте, которую он никогда раньше не видел. Руны образовали своеобразную световую формацию, окутавшую всю платформу внутри. 9 марионеток в серебряных доспехах и проекция золотого тела были расположены прямо в ядре и в других жизненно важных местах световой формации, и между ними, казалось, возникла нечеткая, но глубокая связь. При виде этого в глазах Хань Ли вспыхнул странный свет, но он не предпринял никаких дополнительных мер. Вторая зарождающаяся душа уже достигла нескольких заключительных фраз своего заклинания, и лазурный свет вспыхнул в глазах 9 марионеток, и они, наконец, начали действовать. Все марионетки внезапно сместились на полшага вперед или назад от своего первоначального местоположения, и это вовсе не было серьезным изменением, но внезапно произошла вспышка ограничительных колебаний. Колебания резонировали со световой формацией, и сцены, разворачивающиеся внутри формации, мгновенно менялись. Пятицветные пятнышки света, парящие в воздухе, вздрогнули, прежде чем погрузиться в световую формацию, как проливной шторм. В то же время золотое пламя вырвалось из тел 9 марионеток, державшихся за свои серебряные алебарды. Золотое пламя отражалось от их серебряных доспехов, заставляя марионеток казаться величественными и внушительными, как небесные генералы. Однако эти марионетки явно были созданы не только для того, чтобы хорошо выглядеть. Как только возникло золотое пламя, из их тел внезапно вырвались взрывы огромного духовного давления. Это духовное давление было настолько огромным, что мгновенно заставило первозданную мирскую ци вокруг платформы подняться и закружиться, образуя порывы сильного золотого ветра, завывавшего в воздухе. Хань Ли находился на расстоянии более 300 футов, и на него едва ли можно было взглянуть из-за периферийных порывов золотого ветра, но выражение его лица сразу же резко изменилось.
Золотой свет вспыхнул от его тела, и он выстрелил в ответ, как гигантская стрела, словно его поразила какая-то огромная сила. Он снова появился на расстоянии более 200 футов в мгновение ока, и ему удалось лишь с трудом удержаться на ногах после того, как он споткнулся на несколько шагов назад. Духовное давление этих марионеток было поистине ужасающим. Несмотря на то, что тело Хань Ли в настоящее время было более мощным, чем тело культиватора средней стадии ранга святого, он все еще не мог противостоять духовному давлению ни на мгновение. Хань Ли, естественно, был ошеломлен этим развитием событий, но у него не было времени останавливаться на этом, и он поспешно поднял голову, чтобы взглянуть на платформу. Серебряные алебарды в руках 9 воинов в доспехах внезапно вздрогнули в унисон, и каждая из них испустила золотой столб света, устремившийся прямо к золотому световому шару вверху, исчезнув в нем во вспышке. Странный грохочущий звук немедленно раздался изнутри светового шара, и свет внутри него начал быстро вращаться, медленно образуя гигантский вихрь. Трехцветный свет закрутился в огромной световой проекции, и трехцветная руна, которая была практически того же размера, что и формация, медленно появившаяся, мгновенно взлетела в воздух. Спустя несколько мгновений гигантская руна растворилась в золотом водовороте, и золотой свет яростно вспыхнул, и раздался громкий грохочущий звук. Сразу после этого из вихря возникли мощные пространственные колебания, и раздалось несколько грохочущих ударов, а золотые столбы света, извергавшиеся из серебряных алебард, мгновенно увеличились более чем в 2 раза по сравнению с первоначальной толщиной, что сделало их толщину сопоставимой с толщиной больших чаш. Яркий свет также исходил от световой формации на платформе, создавая существенный трехцветный световой барьер, а затем окутывал всю платформу внутри. Бесчисленные золотые и серебряные руны в безумии возникли внутри светового барьера, и они дрейфовали прямо к золотому телу, сидящему на стуле. Вся световая формация была задействована в максимальной степени, и грохочущие удары стали оглушительными, как раскаты грома. В то же время Хань Ли внезапно почувствовал, что свет вокруг него внезапно потускнел, и, осматривая свое окружение, он сразу же сильно испугался. Он вернулся в массивное звездное небо, в котором уже однажды был пойман в ловушку. Однако в этот раз у него была довольно странная перспектива. Он смотрел на все сверху вниз, а прямо рядом с ним парила серия палящих белых звезд. Золотое тело, зеленое кресло, трехцветная световая формация, бронированные воины и золотой вихрь также находились в одном и том же звездном небе. Хань Ли резко взмахнул рукавом, и летающий меч длиной около дюйма вырвался вперед, а затем повернулся вокруг, превратившись в полоску лазурного света. Лазурный свет прорезал несколько близлежащих звезд, полностью рассеяв их в процессе, но всего через несколько мгновений разрушенные звезды вернулись в нормальное состояние среди вспышек белого света. Хань Ли приподнял бровь, увидев это, но внутренне почувствовал облегчение. Казалось, что это звездное небо не было миром иллюзий, и в этом случае ему удалось сохранить ясность ума. Однако, как только эта мысль появилась в уме Хань Ли, пространственные колебания, исходящие из золотого вихря, внезапно стали в несколько раз сильнее. Колебания, казалось, сформировали материальные волны, которые были видны невооруженным глазом, извергаясь из вихря во всех направлениях. Небо затуманилось из-за этих колебаний, и казалось, будто все звездное небо непроизвольно перевернулось с ног на голову. Внезапно раздался громкий грохот, как будто небо и земля были разорваны на части, и необычайно толстый белый столб света вырвался из золотого водоворота. Столб света с безошибочной точностью поразил световую формацию на платформе, охватывая при этом стул и золотое тело. Звук завывающего ветра и грохота грома можно было услышать изнутри столпа света, и он содержал бесчисленные пятицветные руны. Несмотря на то, что Хань Ли в настоящее время находился в сотнях футов от него, он все еще мог ощущать чрезвычайно чистую духовную силу, заключенную в столпе света. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что столб света не просто содержал духовную ци. Казалось, что он был наполнен безмерно огромной аурой, подобной ауре звезды. Прежде чем вторая зарождающаяся душа успела среагировать, столб света опустился на золотое тело, пространство вокруг него мгновенно сузилось, и на его тело обрушился взрыв непреодолимой силы. Даже при огромной силе золотого тела оно не могло пошевелить даже пальцем. Чистая духовная сила в столпе света и пятицветных рунах хлынула в золотое тело бешеной неудержимой волной. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он посмотрел издалека. На таком близком расстоянии его главная зарождающаяся душа все еще имела тесную связь с его второй зарождающейся душой, поэтому он мог напрямую ощущать все, как если бы он был самим золотым телом. С неистовым притоком чистой духовной силы и пятицветных рун высшая инская дьявольская ци, которую вторая зарождающаяся душа культивировала до пика средней стадии зарождающейся души, мгновенно перешла на позднюю стадию зарождающейся души, как если бы это было узкого места между двумя стадиями даже не существовало. Более того, под светом столба вторая зарождающаяся душа продолжала становиться все более мощной с невероятной скоростью. Всего несколько мгновений спустя она достигла вершины поздней стадии зарождения души и натолкнулась на узкое место стадии божественной трансформации.
Это было препятствие, которое даже Хань Ли едва преодолевал в прошлом, но вторая зарождающаяся душа просто перешла на раннюю стадию божественной трансформации, как если бы она прогуливалась по парку. Ее уровень культивации рос очень быстро, и прошло менее 10 мгновений с тех пор, как столб света упал на золотое тело. Хань Ли был по понятным причинам чрезвычайно удивлен и с трудом мог поверить информации, которую передавала ему вторая зарождающаяся душа. Однако, что было еще более удивительно, так это то, что проекция золотого тела начала крошиться под столпом белого света, распадаясь на тысячи капель золотой жидкости, парящих внутри столба света. Таким образом, вторая зарождающаяся душа была полностью разоблачена. Однако, прежде чем Хань Ли смог понять, было ли это положительным или тревожным событием, некоторые из пятицветных рун в воздухе внезапно уменьшились до размера рисовых зерен, а затем превратились в капли золотой жидкости. Эти капли золотой жидкости, казалось, снова и снова очищались какой-то таинственной силой, и Хань Ли и вторая зарождающаяся душа внезапно испустили крик мучительной агонии в унисон. Черная ци второй зарождающейся души бурно бурлила по телу, которое бесконтрольно вздрагивало, и Хань Ли сразу же упал с неба в виде шара золотого света. Глава 1725. Прогресс. Хань Ли и вторая зарождающаяся душа чувствовали, будто их тело и духовное чутье снова и снова пронзают бесчисленные острые лезвия, и что было еще более ужасно, так это то, что никакие способности совершенно не могли облегчить эту боль. Казалось, что они превратились в простых смертных и могли только страдать в безбожной агонии, без возможности оказать какое-либо сопротивление. Несмотря на то, что невероятно мощное тело Хань Ли было способно противостоять даже летающим мечам и летающим саблям, эта мучительная боль все же заставила его потерять контроль над своей магической силой, в результате чего он упал с неба. Несмотря на то, что он был в крайней агонии, он все еще был в состоянии поддерживать свои способности истинного первозданного дьявола, поэтому падение с такой высоты было недостаточным, чтобы причинить ему вред. Вместо этого, от глухого удара его мощного тела в землю врезалась небольшая воронка, и осколки разлетелись во все стороны. Однако у Хань Ли не было лишних способностей, чтобы заметить эти мелкие детали. Сразу после того, как он испустил этот непроизвольный крик агонии, он насильно поджал губы, пытаясь подавить боль, и его лицо начало багроветь. Этот тип агонии был невыносим для обычного человека, и он мог сопротивляться ему только своей силой воли. В этой ситуации Хань Ли мог почувствовать, что его душа накалилась, как если бы она была охвачена палящим шаром пламени и загорелась. Хань Ли едва смог сохранить хоть немного ясности ума, но он все еще был чрезвычайно ошеломлен этим развитием событий. Он стиснул зубы и с трудом сел в кратере, а затем скрестил ноги и скрепил ладонь в печати заклинания, и яркий золотой свет снова вырвался из его тела. Немного привыкнув к агонии, он использовал свое первозданное истинное дьявольское искусство, чтобы попытаться облегчить боль. Однако в следующее мгновение произошло что-то, что оставило его немного ошеломленным. Как только он начал распространять свою духовную силу в собственном теле, агония, которой он был подвержен, внезапно превратилась в вспышки освежающей прохлады, которые неистово хлынули по его меридианам, а затем превратились в своего рода странную энергию, которую он никогда раньше не чувствовал. Эта энергия начала подстегивать его первозданное истинное дьявольское искусство, заставляя его действовать с устрашающей скоростью. После полного цикла духовной революции он почувствовал, что его уровень культивации немного улучшился. Это ни в коем случае не было резким увеличением, но, безусловно, было заметно. Это странное улучшение продолжалось, пока он распространял свое первозданное истинное дьявольское искусство, и это открытие, естественно, наполнило его восторгом. Таким образом, он сразу же начал сосредотачиваться на культивации, и его тело снова вспыхнуло золотым светом. В этих условиях каждый цикл его культивации искусства давал эффект, который был эквивалентен годам кропотливой культивации, поэтому он определенно не собирался упустить такую блестящую возможность. Однако скорость его культивации все еще была намного ниже, чем у второй зарождающейся души в столпе света. Вторая зарождающаяся душа также распространяла свое искусство культивации, чтобы попытаться облегчить свою агонию, но из-за огромного притока энергии, текущей ее тело внутри столпа света, она была не способна сильно ослабить свою боль. Однако, в то же время, его база для культивации улучшалась в 3-4 раза быстрее, чем прогрессировал Хань Ли. Через некоторое время она перешла к средней стадии божественной трансформации, по-прежнему не сталкиваясь с какими-либо узкими местами. Время шло медленно, и тело Хань Ли внезапно вздрогнуло, как вдруг в его сердце возникло странное чувство. Потратив некоторое время на проработку своего узкого места на ранней стадии пространственного закаливания, он совершил прорыв на среднюю стадию пространственного закаливания. Он был в восторге от этого ощущения и продолжал распространять свое первозданное истинное дьявольское искусство так быстро, как только мог. Чего он не заметил, так это того, что в тот момент, когда он достиг средней стадии пространственного закаливания, золотые капли внутри светового столба на расстоянии внезапно вспыхнули и резко двинулись ко второй зарождающейся душе. В мгновение Эйка новое золотое тело обрело форму в столбе света.
У него все еще было 3 головы и 6 рук, но по всему его телу текли пурпурно-золотые узоры, образующие серию странных, нечетких рун. Эти золотисто-пурпурные руны были не только довольно размытыми, но и казались неполными. Тем не менее, золотое тело испускало ауру, которая была намного более мощной, чем раньше, а малиново-золотой духовный свет, исходящий от его тела, был наполнен оттенком таинственного пурпурного цвета. Второе размытое лицо золотого тела также стало заметно четче, чем раньше, и можно было даже различить некоторые черты лица, такие как глаза и нос. Однако третье лицо по-прежнему оставалось нечетким. После получения этого нового золотого тела вторая зарождающаяся душа смогла поглощать духовную силу и пятицветные руны со значительно улучшенной скоростью, и ее боль также значительно уменьшилась. Спустя несколько мгновений вторая зарождающаяся душа перешла на позднюю стадию божественной трансформации и стремительно достигла пика этой стадии. Спустя некоторое время Хань Ли также был близок к пику средней стадии пространственного закаливания и накапливал силы для нового прорыва. Прямо в этот момент вторая зарождающаяся душа относительно легко преодолела свое основное узкое место и также перешла на стадию пространственного закаливания. Любая могущественная фигура мира духов была бы ошеломлена до потери речи, если бы стала свидетелем этой ужасающей скорости прогресса. С оглушительным грохотом серебряные алебарды, которыми держали 9 бронированных марионеток, внезапно издали продолжительный звенящий звук в унисон. В то же время 9 столбов света вырвались из их острых концов, прежде чем раствориться в воздухе наверху. Столб белого света, вырвавшийся из золотого водоворота, резко вздрогнул, прежде чем стать еще толще, чем прежде, и вторая зарождающаяся душа мгновенно испустила в ответ пронзительный крик агонии. Золотое тело, которое только что сформировалось, начало снова таять в ярких вспышках золотого света. В мгновение эйка оно превратилось в золотые капли, которые снова плавали в столпе света. Однако в этом случае золотые капельки были наполнены оттенками пурпурного, и они, казалось, отличались от прежних. После этого снова произошли те же события. Чистая духовная сила и пятицветные руны хлынули в золотые капли, и всплески таинственной энергии снова очистили их. Следы пурпурного цвета в золотых каплях также начали расширяться со скоростью, невидимой невооруженным глазом. Между тем, чувство агонии, которым был подвержен Хань Ли, увеличилось примерно вдвое в тот момент, когда столб белого света стал толще, и боль была настолько сильной, что он почти потерял сознание на месте. К счастью, его порог толерантности к боли был временно повышен из-за этого безжалостного приступа агонии, и это позволило ему держаться за свое сознание. Более того, продолжая распространять свою духовную силу, он начал поглощать все больше и больше прохладной энергии, которая укрепляла его базу для культивации. Этот опыт заставил Хань Ли почувствовать себя так, будто его сжигают и замораживают одновременно. Его база культивации уже достигла пика средней стадии пространственного закаливания около 7 или 8 минут назад, и с тех пор он использовал эту таинственную энергию, чтобы попытаться совершить более 10 прорывов на позднюю стадию пространственного закаливания. Однако это узкое место явно сильно отличалось от предыдущих, которые он преодолел, и оно просто отказывалось сдвинуться с места. Таким образом, все больше и больше таинственной энергии накапливалось в его теле, и его боль была поднята до беспрецедентного уровня. Если он не смог прорваться через это узкое место за короткое время, он почувствовал, что либо его душа будет разорвана на части этой мучительной агонией, либо его тело взорвется. Ему удалось продержаться только до этого момента, поскольку его техника великого развития и первозданное истинное дьявольское искусство сделали его душу и тело намного более могущественными, чем у других культиваторов его ранга. Если бы на его месте был обычный культиватор стадии пространственного закаливания, он бы давно погиб. Таким образом, экстаз Хань Ли быстро превратился в тревогу, и он мог только продолжать накапливать энергию в своем теле, чтобы предпринимать одну безумную попытку за другой, пытаясь прорваться через свое узкое место. До прорыва оставалось лишь шаг, но он обнаружил, что не может сделать этот последний шаг, и его стало очень тревожно. Как и ожидалось, риск и вознаграждение действительно шли рука об руку. По его оценкам, он умрет, если не сможет преодолеть узкое место после 3 следующих попыток. Он начал обильно вспотеть, и вокруг него внезапно появился шар золотого света, похожий на мерцающее солнце. Он был настолько ярким, что если бы кто-нибудь из зевак присутствовал, они были бы вынуждены отвернуться. Возможно, попытки прорыва, которые он предпринял, наконец принесли плоды, или если его отчаяние позволило ему раскрыть больше своего скрытого потенциала, и ему удалось прорваться через узкое место после еще одной попытки. Тело Хань Ли вздрогнуло, и несколько вспышек палящей энергии вырвались из его дантяня, проникая через его тело, конечности и меридианы. В то же время золотой и лазурный духовный свет непрерывно вспыхивал из его первичной зарождающейся души, и она довольно значительно расширилась в размерах. Его магическая сила также резко увеличилась более чем вдвое практически в мгновение эйка. Хань Ли был в восторге, но в следующее мгновение в его глазах появился намек на тревогу и ужас. В тот момент, когда он перешел на позднюю стадию пространственного закаливания, золотые капли внутри светового столба на расстоянии сошлись, формируя еще одно золотое тело.
Руны на этом золотом теле были не только более четкими и полными, чем на предыдущем, но и защитный духовный свет, который он испускал, также приобрел слабый пурпурно-золотой цвет. Однако в результате обрушившийся сверху белый столб света снова расширился, в результате чего золотое тело распалось в третий раз. Более того, приток прохладной энергии продолжался с еще большей скоростью, и база культивации Ханьли развивалась еще быстрее, чем раньше. Он никогда не думал, что когда-нибудь его ужаснет чрезмерно быстрый прогресс в культивации. Ханьли прекрасно понимал, что даже силой столпа света преодолевать его узкие места становилось все труднее и труднее. Его последний прорыв был уже чрезвычайно форсированным, поэтому он не мог успешно совершить прорыв на стадию интеграции тела. Если бы его магическая сила продолжала накапливаться, его тело неизбежно взорвалось бы, так как же он мог не испугаться? Эта странная ситуация была полностью вне его контроля, и только вырвав вторую зарождающуюся душу из этого светового столба, он сможет избежать этой опасной ситуации. Однако золотое тело второй зарождающейся души было уже трижды уничтожено, а сама зарождающаяся душа была полностью обездвижена огромной силой, обрушившейся сверху. Как он мог отделить вторую зарождающуюся душу от светового столпа? Таким образом, он мог только смиренно наблюдать, как его база культивации продолжала улучшаться с поразительной скоростью. Примерно через час вторая зарождающаяся душа совершила еще 2 прорыва и достигла поздней стадии пространственного закаливания, что сделало ее базу культивации сопоставимой с базой Ханьли. Тем не менее, скорость прогресса, которую испытывала вторая зарождающаяся душа в столпе света, естественно, намного превышала скорость Ханьли. Он был еще очень далек от достижения вершины поздней стадии пространственного закаливания, но его вторая зарождающаяся душа уже достигла этого уровня и начала попытки прорыва к стадии интеграции тела.